Місто схоже на різнокольорову мозаїку. Кольори кружаться, змішуються один з одним, утворюючи яскраве коло. Мости і ріка, вулиці і будинки – все має свій відтінок. Ранок нового дня – наче народження нового життя, нової історії, де кожен персонаж – невід'ємна частина однієї великої мозаїки. Я заплющую очі, думаю про людину і бачу її колір. Колір завжди різний, у кожної людини свій. Сергій – він сірий, такий як Гендальф. Сергій теж чарівник. Його руки вміють відтворювати загадкові речі, порожні усередині, які мають свій голос і свій особливий колір. Вони сплять взимку під снігом, немов кимось зачаровані. С чего обычно начинается день? С того, что я отвожу ребенка в школу, хожу в мастерскую. Это как бы обычное начало дня. Вот. Ну, иногда стараюсь пораньше прийти, чтобы пока еще не шумно в мастерской можно было либо что-то успеть сделать, либо о чем-то подумать. Началось, как у всех, с взросления просто. В какой-то момент каждый юноша, да, ставит перед собой вопрос, чем заниматься в жизни, да, и пробует все. Как бы, ну, есть какие-то уже с детства заложенные предпочтения. В какой-то момент просто из всего, что я пробовал, я ощутил, знаете, как там с металлоискателем, да, там такой конкретный гудочек. Я почувствовал, что вот керамика. Человек по имени Артем просто дал в руки глину, угостил, показал, как он это делает. То есть
поделился тем своим маленьким опытом, который он успел обрести, и одарил меня вот таким кусочком глины. Ну, я бы у него по-любому с кусочком глины ушел. А тут такая глина прям к рукам липнет такая. И у меня такое ощущение, такое прямо, не знаю, на уровне сексуального какого-то влечения такого. Вот просто, ну, я глину с рук не мог выпустить полдня. Я ехал в троллейбусе, и у меня руки были в пакете с глиной. Я там тискал. Вот. И приехал сразу, сейчас думаю, сейчас приеду, сразу такую вазу слеплю. Ну, конечно, ваза не получилась. Я понял, что надо потихонечку готовиться. Как все свое свободное время посвящал тому, что лепил. Ну, встречался с девушкой и лепил на круге. Все, больше ничем не занимался и прогуливал ленты. Хорошо получилось. Сейчас кофе попьем с него, станет понятно, клево или нет. У человека есть там то, что у него внутри, есть кожа, это его первая оболочка, есть одежда, это его вторая оболочка, есть его комната, это вторая оболочка, там третья какая-то оболочка, потом сад, потом улица. И так все это наши оболочки, которые нас окружают, и все это играет определенную роль в нашей жизни. То есть какая у нас оболочка, ну, такая у нас и жизнь. Що сталося б зі світом, якби ми не вміли створювати прекрасне своїми руками? Звичайно ж, він би не перегорнувся, бо вже створений досконалим. Але дав би він нам поштовх до пошуку гармонії. Чи цю гармонію все рівно треба шукати всередині себе? Зупинитися на декілька секунд і знайти прекрасне у переплетінні оголених гілок, що пливуть в теплих зелених снах, де пахне липою, вишневим соком і духмяною смолою. Помітити вранішню росу на траві, що прокидається, повільно скидаючи ковдру нічної знемоги. Знайти прекрасне всередині себе і не загубити його. Ну, я всегда рисовала. Я всегда рисовала, для меня это было самое большое развлечение. Меня никогда не привлекали яркие цвета. Это всегда было, вот я помню, что, наверное, контрастные рисунки и, наверное, графика. Потому что графику можно было рисовать, например, в школе, в тетради с обратной стороны. Монохром. Я люблю монохром, в нем есть спокойствие, в нем есть какой-то такой баланс. Я никогда не буду делать то, что мне не нравится. И это то, что я пропускаю через себя. Это то, что я бы хотела носить. И то, что я бы хотела видеть я идеальная, скажем так. Вот это какое-то представление о человеке, который мне понятен, который разделяет там ценности, которые мне понятны, который видит мир таким, как мне хотелось бы его видеть. Это будет
то, что примерно он ожидает. Вот у меня есть какое-то мое ощущение мира, мое ощущение стиля. Если человеку это подходит, то он, в принципе, может рассчитывать, что ему понравится то, что здесь будет. Смотреть на все, впитывать. Все время интересно. Женщины умеют красиво, тонко, не напыщенно, не слишком ярко, очень изящно поддерживать свой образ. Мне кажется, это прекрасно. Не раз ее слышала. Это звучит так, что мне нужно серое платье от Натальи Музыченко. Есть такое, уже родилось такое понятие, как серое платье. Вот это вот наша как бы фишка, это вот нейтральное платье, зачастую длинное. Серый цвет, по-видимому, это вот то, с чем ассоциируется моя коллекция. И летняя, кстати, вот тоже. Лабутены. И шубу не буду носить. Раньше носила, сейчас не буду. Очень сильно огорчает отношение к животным у нас в стране. Если сравнивать его с тем, что происходит за рубежом, я думаю, что это не потому, что страна более бедная или менее бедная. Я думаю, что это от нежелания как бы вот посмотреть вокруг себя. У меня вот 2 собаки, обе подобранные. Одного везла из Крыма тогда, когда он еще был наш, прибился вот. Так получилось, что это 2 таксы, как-то вот, случайным совпадением. Очень многие люди меня радуют. Очень многие меня радуют, что здоровы мои дети, что здоров мой муж, что, слава Богу, я работаю, и все хорошо, что мы делаем какие-то шаги для того, чтобы идти вперед, несмотря на какую-то сложную ситуацию в стране, везде. Я понимаю, что если прикладывать усилия, то все получается. И мне очень радует и очень приятно, что есть вот эта зона притяжения тех людей, которые мне очень нравятся, которые приходят сюда в магазин. Мне кажется, очень важно, когда человеку интересно жить. Чи потрібні світові ті, хто не вміють іноді захистити себе самих? Хто не вміє бути напористими та пробивними? Що вони зможуть дати цьому світові, окрім доброти і своїх працьовитих рук? В його очах промінь тепла. Його легко помітити у вуличному натовпі саме за цими промінями.
На нього чекають старий електричний чайник, свічка в підсвічнику та охололі вуглі. Але він точно знає, яку саме пісню вони заспівають, коли руді язики вогню спалахнуть в сонній майстерні і помешкання наповниться звучанням різних кольорів і відтінків. Рассказываю. Не думал я, что я буду когда-нибудь кузнецом, но с детства я что-то строил. Когда был самый маленький еще, ел уголь с печкой. Мама говорит, интересно, кем же он будет? Настоящий хороший кузнец, прежде всего, думающий кузнец. То есть нету такого, что ты делаешь как станок одно и то же, только ту-ту-ту, там однообразие. Что-то начинаешь делать, надо прежде всего проработать в голове, что это должно получиться, как оно должно выглядеть. Ну и по ходу, когда делаешь, тоже импровизация все время, скажем так. Ой, рабочий день начинается намного раньше, чем кузнец приходит на рабочее место. То есть ложишься, думаешь, вот там надо сделать то, вот так подогнуть, вот так оно должно выглядеть. Ну и утро также же начинается, думаешь, что надо сделать, как оно должно выглядеть, какую заготовочку куда притулить, чтобы получился шедевр. Мне уже надо задумываться о том, что надо передать, кого-то подучить бы. Но чтобы не умирало оно, так действительно не умирало. То есть обычно оставляют после себя там несколько учеников каких-то, те, что продолжают. Ну, у меня пока такого нет. Одному человеку Боженька дает стрелять людей, третьему, второму дает лечить, кому-то ломать что-то, а мне строить, вот, делать мир красивее. Мне больше всего и нравится даже не так там деньги, когда я вижу, что человеку понравилось, что он будет приходить домой, и его будет радовать это изделие. Красиво. Ну, то есть пришел человек, посмотрел, у него поднимается настроение. Ну, как на все красивое, да? О разном думаю. Бывает, думаю о работе. Бывает на автомате, думаю о детях, думаю о семье. Бывает, думаю, что делается в мире. Ну, по-разному. Ковать интересно, там, собирать интересно. Но когда это уже готовое все изделие, когда оно уже стоит на месте где-то, когда посмотришь, красота. Ну, наверное, это самая любимая работа, да? А огонь тоже цветной. Есть там фиолетовый, есть вишневый, есть соломенный, есть светло-белый, да. Мне нравится делать красоту, чтобы люди жили в красоте, чтобы мир был красивее, добрее,
Ну, что я люблю? Ну, вот так потому и люблю. Человек, когда делает любимую работу, ну, это и есть счастье. Колись ми усі були дітьми і вміли радіти кожному новому дню. Дні дитинства були яскравими, кольоровими, строкатими, інколи тьмяними, але ніколи однаковими. Але дорослішаючи, діти починають губитися. Кожного дня потрошку, поступово зникає у лабіринтах дорослого життя. В багатьох дитина ховається так далеко, що як не гукай не знайдеш. Але є люди, в яких дитинство й досі живе по сусідству із роботою та буденними справами. Всякие разные у нас самолеты строятся, от самых маленьких простых до больших радиоуправляемых сложных. У нас дети не делают одинаковые самолеты. Каждый ребенок, у него разный уровень подготовки, разный возраст. Поэтому каждый ребенок трудится над своим конкретным самолетом. Все модели в мире, и все самолеты в мире, они разные. И, наверное, в этом заключается вот творческая особенность нашего направления. Вот это руль машинки. Они двигают закрылки, чтобы самолет мог поворачивать и делать функцию. А вот тут внизу, вот это аккумулятор, а вот это регулятор хода, чтобы мотор двигался. Запоминается он тем, что он не боится делать что-то новое, не боится брать пульт в руки и запускать любые самолеты. Получается по-разному. Иногда плохо, иногда чуть лучше, иногда хорошо, но он еще маленький. Он нас учит делать самолеты, знакомит нас с инструментами, учит вырезать и правильно пускать самолеты. Вот это мотор. Вот винт. И тут капот. Самое важное это взлет и посадка. Остальное это не очень важно. Но я его уже закончил. Наверное, скорее всего, на этой неделе будем выезжать на аэродром.
это ж только первый раз, как бы. Еще надо учиться. Да, я уже делаю новый самолет. Я хочу стать летчиком. Твій колір теж частина мозаїки. Хіба ти не відчуваєш цього? І ти можеш створити новий колір чи відтінок. Яким він буде, як вважаєш?